К месту захоронения направлялась последняя похоронная процессия. Несколько детей, которые, по-видимому, не понимали, что происходит, радостно бежали по кладбищу. Взрослые, поглощенные своим горем, не обратили внимания на то, что дети отделились от них. Малыши с интересом рассматривали могилы и вдруг заметили на одной из них собаку. Смущенные такой сценой, они, не колеблясь, позвали ее. Собака только поводила ушами и равнодушно посмотрела на них. Дети попытались приблизиться, но пес поднял голову и зарычал. Это бесполезно. Там похоронен его хозяин. Мальчики вздрогнули, услышав позади себя хриплый женский голос. Когда они обернулись, чтобы посмотреть, кто это, они заметили незнакомку неряшливого вида. Это была бездомная женщина, у которой был пакет с едой, который она смогла собрать на кладбище. Она подошла к собаке, положила что-то поесть и отошла. «Его зовут Сержант», — сказала женщина, которая начала есть бутерброд, но, увидев интерес детей, села на скамейку и начала рассказывать им о собаке. Сержант – одинокий пес. Он никому не позволяет себя гладить, хотя, вероятно, когда-то был дружелюбным, но теперь может огрызнуться, если кто-то попытается его прогнать. Не так давно похоронили его хозяина, и с того дня пес не хочет уходить от могилы. Сейчас он выглядит спокойным, но раньше он выл, лаял и плакал, как будто просил своего хозяина встать. Но то, как умер его хозяин, было ужасным зрелищем. «Тихо», — сказала женщина. Дети вздрогнули, со страхом глядя на бездомную женщину, как будто она собиралась рассказать им страшную историю. Сержант, огромный пес, на самом деле был полицейским. И как только люди услышали о нем, они перестали пытаться прогнать его с кладбища. Но однажды кто-то осмелился позвонить в собачий приют. Сержант, казалось, почувствовал, что за ним придут. И когда специалисты прибыли, его нигде не было видно. Потом люди узнали, что пес спрятался в сарае подальше от кладбища. И когда он почувствовал, что его никто не будет искать, он начал возвращаться к могиле только ближе к вечеру, когда большинство посетителей покидали кладбище. Никто его не беспокоил. Он продолжал страдать в одиночестве. Правда, теперь он больше не выл и не лаял. Казалось, он понимал, что это бесполезно, но все же верный пес не мог забыть своего хозяина и оставался с ним всю ночь напролет. «А родственники полицейского?» — спросили дети. «Им не нужна собака. Они даже не пытались ее забрать», — ответила бездомная женщина. «А от чего умер офицер?» — спросил мальчик, разглядывая фотографию относительно молодого человека на надгробии. Он умер при странных обстоятельствах. Его нашли повешенным в лесу. Скорее всего, он был в депрессии, спокойно сказала она и замолчала. Вдруг дети услышали, что отец одного из них заметил их отсутствие и позвал к себе. Мальчики в испуге убежали. Бездомная женщина стояла и смотрела им вслед. Наступила зима, и как бы ни было холодно, собака все еще лежала на могиле. В течение дня местные жители, знавшие, что пес у могилы, приносили ему еду, чтобы он не умер с голоду. Время шло, снег начал таять, но холода продолжались. Рядом с кладбищем было озеро. Однажды ночью сержант услышал шум двигателя, который заставил его насторожиться в тот момент, когда пес почувствовал, что что-то не так. Затем он заметил фургон, который ехал очень медленно, возможно, чтобы не привлекать внимание шумом двигателя. Позже двое мужчин вышли из машины, быстро открыли багажник, достали большую черную сумку и начали тащить ее к воде. Но вдруг один из них вскрикнул, выронил сумку и начал отбиваться от собаки, которая схватила его за руку. Но чем сильнее он отталкивал его, тем сильнее пес сжимал челюсти и рычал от ярости. Второй мужчина был сбит с толку. Не выпуская из рук часть сумки, он подумал, что это волк, который вышел из леса. Он был удивлен и не смог сразу отреагировать на происходящее. Тем временем первый из них достал нож и начал наносить удары по собаке. В результате пес отпустил его и бросился на второго.
И хотя у него текла кровь, у него еще оставались силы. Мужчины старались не шуметь, но их крики привлекли внимание. На шум начали стекаться люди, так как поблизости была деревня. Некоторые охотники из числа местных жителей схватились за оружие, так как знали, что иногда дикие животные нападают на людей. Увидев, что сержант имеет дело с незнакомцами, люди встали на сторону собаки. Они знали, что пес не покинул бы могилу своего хозяина, если бы не случилось чего-то более серьезного. Так оно и произошло. Сержант лежал на земле, истекая кровью, и стонал от боли. В этот момент пес вспомнил похожий сценарий. Однажды, когда он был еще совсем щенком, его положили в мешок и бросили в реку, а потом его спас покойный хозяин. Так щенок обрел новый дом, настоящее имя и доброго хозяина, который заботился о нем. Сержант сильно подрос. Но это не пугало хозяина. Для этого человека он был как родной сын, и пес не мог смириться с потерей своего хозяина. Он продолжал хранить ему верность даже после смерти. Но когда он увидел, как двое мужчин что-то тащат в воду, сержант вспомнил, как сам оказался в такой ситуации. Он сразу понял, что в сумке находится человек, который в опасности. Покинув свое место, он бросился спасать его. Люди, которые пришли на шум, обнаружили двух тяжело раненых мужчин, собаку с порезами и большую черную сумку, которая двигалась. Охотник направил на мужчин ружье, в то время как остальные бросились открывать сумку. Выяснилось, что бандиты пытались утопить старика. Его звали Джек. Он был жителем другого города, который приехал порыбачить в неподходящее время. Видите ли, когда Джек приехал в город, он оставил машину рядом с местным магазином и предпочел прогуляться пешком. Взяв удочку, он направился к озеру. Поймав пару рыбин, он замерз и решил возвращаться. На обратном пути Джек встретил двух мужчин, которые сидели у костра. Старик был общительным человеком. Он попросил у них разрешения посидеть с ними, чтобы немного согреться и заодно перекинуться парой слов. Сначала они разговаривали нормально, потом старик рассказал про свое транспортное средство, и ребята как-то сами собой начали расспрашивать о фургоне. Они хотели узнать, в каком магазине он его оставил. Сначала старик не заподозрил в этом ничего плохого и сказал им об этом, но ребята вдруг сердито посмотрели на него. Джек решил, что лучше убраться оттуда. Возможно, он сказал что-то плохое. Он начал прощаться. Но тут один из мужчин набросился на него, затеял драку, и старик получил сильный удар по голове. Позже старик очнулся в мешке, услышав сильный шум, и тогда его вытащили. Это были беглые и опасные заключенные. Они собирались прикончить старика. Поняв, что машина может послужить им для побега, они выяснили, где он оставил свою машину, затем оглушили его, обшарили его карманы и планировали утопить. Однако они никак не ожидали, что им помешает собака. В конце концов, старик был спасен, а что касается сержанта, то Джек хотел отвезти его к ветеринару. Он не мог позволить ему умереть, хотя местные жители говорили, что для собаки так будет даже лучше. «Будет меньше мучений. Он все равно умрет от горя на могиле хозяина», прокомментировал сосед. Охотник даже предложил пристрелить собаку, чтобы прекратить страдания. Но Джек не хотел никого слушать. Даже если сержант решит вернуться на кладбище, он собирался позаботиться о нем. Однако, выздоровев, пес больше не пытался вернуться на могилу своего умершего хозяина. По всей видимости, сержант отпустил его и взамен нашел нового, который был благодарен ему за спасение. Преступники были арестованы и отправлены обратно в тюрьму. В ходе расследования выяснилось, что именно они были виноваты в смерти полицейского, владельца сержанта, который случайно наткнулся на следы этих людей. У них не было убежища, поэтому полицейский решил обыскать лес, но беглецы нашли его первыми и повесили, сделав вид, что офицер решил покончить с собой. Дело так и осталось бы закрытым, если бы при осужденных не было обнаружено личных вещей полицейских. В результате они были вынуждены во всем признаться.
Сержант отомстил за своего хозяина. Пес просто ждал того дня, когда он сможет быть полезен. Видимо, покойный хозяин хотел справедливости и наконец-то убедился, что его друг в надежных руках. Он попал на небеса, и сержант, почувствовав это, наконец успокоился. Дорогие зрители, а верите ли вы в такую верность и преданность? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!